Начнем с хорошей новости. Наша петиция с требованием к Петру Алексеевичу Порошенко открыть закусочную в Украине сейчас обогнала все остальные петиции. Ну, правда, есть одна небольшая загвоздка. Они попытались похитить мою личную информацию и даже взломать мой Facebook. Потому что многие заметили, что на президентском сайте высвечивается вот такое вот окошко. Ну, будем считать, что это просто технический сбой. А теперь займемся делом. Смотрите, вышла передача «Антизомби» на ICTV, одна из наших любимых. Ну что, погнали? Ну и разумеется, не обошлось и без еженедельной подготовки детей на фронт. Сначала Life News превратил обычный скаутский летний лагерь в цитадель зла. Обычный скаутский летний лагерь. Запомнили, наверное, правильно? А потом они же пускают видео, ну и понятно, вот с этим дураком на заднем плане, который ха-ха, хи-хи и пытается кривляться. Взрослый мужик, как тебе не стыдно? Представляете, как катушки у укропов сорвало? Хотят у себя урок ДПЮ возобновить. Ну, это там, где мальчиков в школе учат автомат собирать и показывают неазаровские бимбы. В рамках данной программы планируется укомплектовать учебными автоматами и мелкокалиберным оружием, а в остальные школы поставят по 2 единицы учебного оружия. Не будем довольствоваться тем, что скармливает своим зрителям вот это вот телеканал ICTV, программа «Антизомби». Давайте посмотрим, на что же они ссылаются. Посмотрим Life News. Самое интересное, что лайфы поставили видео українського телеканалу. Вихованців на Січі небагато, трохи більше 20. І до кожного індивідуальний підхід, наголошують у таборі, аби юні патріоти могли розкритись та стати самостійними. Навчають виживанню дітей-переселенців та бійців АТО представники правого сектору, що отримали поранення в бою. Такі заняття допомагають одним відволіктись від напруженої ситуації вдома, а іншим швидше реабілітуватись. Обычный скаутский лагерь. Вы что, еще не поняли или что? Тупые вы. На цій зміні у таборі є, можна сказати, унікальна дитина – справжній москаль. Саме так про Дмитра лагідно жартують товариші. Настоящий москаль, нежно шутят товарищи. Настоящий черножопый, нежно шутят товарищи. Настоящий узкопленочный, нежно шутят товарищи. 5 місяців тому Дмитрик із мамою переїхав з Москви до Києва. За цей час столиця України для хлопця стала вже рідною. За Росією, зізнається, зовсім не сумує. Всем и так понятно, что в России очень плохо. У меня были и родственники с Украины, и это самое. Сейчас моя мама там працует в правом секторе Киева. Судя по лицу и дикции, это не совсем русский человек. Но мы ведь не будем уподобляться вот его товарищам, которые там жартуют над ним лагідно. Мы будем продолжать. А это что такое? Еще один скаутский лагерь. Это видео появилось в сети буквально там 2 дня назад. На нем изображены девочки, которых ведет их предводитель, и они зигуют. Украинские девочки. Ну, хотя они не зигуют, они, скорее всего, солнце приветствуют. В них завжди будь-яке виховання патріотичне, воно буде асоціюватися виключно з темою фашизму. Ну так побудована російська пропаганда. Любое патриотическое воспитание у россиян будет именно ассоциироваться с фашизмом. Так построена российская пропаганда. А теперь та же самая передача, но за апрель. Они называют это патриотическим воспитанием. Мы, конечно, сделаем все, чтобы не снижать расходы на воспитание и развитие наших детей. И начиная с яслей, у детей в России далеко не сказочные герои. Почему я поддерживаю Путина? И вот это вот они называют патриотическим воспитанием. Вот у этого мальчика герой – это президент его страны, кстати, живой. А у других мальчиков герой – это Степан Бандера, который давно умер. И который отношения к городам, где живут эти мальчики, не имеет никакого. Ну да ладно, давайте теперь про нефть. Как тупым скармливают информацию. Но по телевизору упорно рассказывали. Нефть, да знаете такую, да? Да чтобы она, да ниже 80 баксов, да в жизни такого не будет. Только себестоимость добычи сланцевого барреля примерно $80. Еще около 10 затраты на транспортировку. А ведь надо не только окупить расходы, но и получить прибыль. А кто за цифрами в обменниках следит, так... Вот так вот россияне рассказывали о нефти. Дешевле 80 баксов быть не может, потому что одна себестоимость, ну и вот эта гикающая мужчина на заднем плане, он, видите, рассказывает, да, не в жизни, все такое. Но суть в том, что в передаче, то есть а передача называется «Как закалялась нефть». Это российская передача, она вышла в прошлом году, и в ней есть вот такие графики.
А теперь давайте посмотрим, что же в этой передаче рассказывается про российскую нефть. Кстати, меня вот лично смутил бочонок, да, а на нем американский флаг. А при чем тут это к российской нефти? Ну давайте посмотрим оригинал. Сланцевая нефть помогла возродиться американской экономике. Она стала более конкурентной. Все это было бы невозможным при дешевой нефти. Только себестоимость добычи сланцевого барреля примерно $80. Еще около 10 затраты на транспортировку. А ведь надо не только окупить расходы, но и получить прибыль. И лишь благодаря цене выше $100 Соединенные Штаты и Канада впервые в истории опередили по добыче нефти прежних лидеров – Россию и Саудовскую Аравию. Так это про американскую нефть, что ли? Кстати, передача вот такая. Я посмотрел с удовольствием и многое для себя подчеркнул, узнав о том, как формируется цена на нефть различными странами, в том числе и Саудовской Аравией. И это было очень интересно, и там рассказывают, как это в истории вообще происходило, и что это делается, как это делается, кому это выгодно. Однако же, этого всего знать украинскому зрителю не надо. Вот так вот раззомбируют украинских телезрителей, при этом походу считая их кучками говна, которым кучкам. А не обязательно знать правду, можно просто вырвать кусочек из контекста, скормить под гыгыканье на заднем плане, да и все. Ну а мы здесь рассказываем правду или хотя бы пытаемся рассказать правду. До новых встреч, друзья.